Привет, друзья! С вами Николай, и вы смотрите видео с канала Полезное ТВ. В этом видео я хочу поделиться с вами личным опытом и показать на наглядном примере, возможно ли взять целину мотоблоком, используя при этом фрезы. Мне достался участок с целиной, на котором уже много лет ничего не выращивают. Здесь года растет луцерка для скота. Корни ее настолько утолщились и углубились, что перекапывать лопатами здесь невозможно. И остается единственная надежда на мотоблок. А для тех, кто не в курсе, я совсем недавно себе приобрел мотоблок Kentaur 2060D, который мне доставили в коробках, и я его сам собирал. Подробное видео о сборке и обзоре оставлю в правом верхнем углу. Обкатку я уже прошел, приехал на участок, и теперь пришло время испытать его в деле. Мне нравится, как на нем устроена рама с бампером, на которую можно вешать фрезы, чтобы не нести их отдельно, не бросать их в какой-нибудь прицеп. Просто навешиваем на бампер мотоблока и привозим на участок, который нужно обрабатывать. Это очень круто. Заодно хочу показать, как очень просто на нем сменить колеса на фрезы. Это с легкостью можно сделать в одиночку, так как ничего откручивать не нужно, просто вытаскивается шпилька и палец, который держит колесо. Ставится фреза, и этим же пальцем со шпилькой снова фиксируется. Реально 5 минут, и колеса поменены на фрезы. Ну а теперь начинается самое интересное. Я его для начала протестировал на мягком грунте, все отлично, никаких проблем нет, хоть и вес у него небольшой, с установленными фрезами вес его составляет 113 кг. Но я здесь поставил не полную фрезу, которая идет с 4 ножами, я поставил 3 фрезы, чтобы не было сильной нагрузки на мотоблок. А также я боялся того, что будет очень сильно наматывать все сорняки на ножи, и он не будет нормально рыхлить почву. Но обратите внимание, первая проходка. Мотоблок в принципе нормально углубляется, но все равно он еще перескакивает по почве. На этом мотоблоке очень удобный задний ход, а также есть безопасное сцепление. Только когда вы его выжмете, мотоблок двигается, а когда вы его отпускаете, мотоблок стоит на месте. Это очень удобно. Так как мотоблок у меня дизельный, работал я на первой скорости, давал ему больше газку, и он уверенно молотил почву под собой. Сразу хочу дать совет, что по целине первую проходку ни в коем случае не делайте на второй скорости. Мотоблок будет скакать, прыгать, вырываться вперед, но заглубляться он не будет. И вот обратите внимание, после 2 проходов уже земля в принципе вспушенная. Но этого еще недостаточно, так как не весь сорняк удалось отрезать от корня. И еще где-то третья его часть продолжает расти. Здесь участок я себе буду распахивать не сильно большой, так как он у меня пойдет под несколько грядок, а также под новую теплицу. И дальше я начал проходить по той же схеме. А именно, по одной колее делал по 2 проходки взад и вперед. Таким образом я уже нормально углубился и уже подготовил почву для включения второй передачи. Обратите внимание на фрезы после проходки по таким сорнякам по целине. Сорняков налипло немного, мотоблок вгрызается отлично, но теперь после 2 проходок по целине можно уже запускать и вторую скорость, чтобы он переколотил и перерубил все сорняки и довел почву до нужного состояния. На второй скорости я участок прошел 1 раз вдоль и 1 раз поперек, что вы собственно сейчас увидите на экране. И из этого теперь я лично могу сделать вывод, что даже такой не особо тяжелый мотоблок, если на него поставить фрезу с 3 ножами по обе стороны, он спокойно за 4 прохода справляется с любой целиной. Ну а плуг на таком мотоблоке использовать было бы бесполезно, потому что он очень легкий. Да и может кому-то из вас показаться, что 4 проходки это очень долго. Но обратите внимание на то, какой участок я здесь взрыхлил, и у меня на все про все ушло не более получаса. А размер взрыхленного участка составляет ровно 1 сотку. Кстати, кому будет интересно, как я уже говорил, ссылку на обзор этого мотоблока я оставлю в подсказках в правом верхнем углу, а также в описании. И еще оставлю ссылку на официальный интернет-магазин, в котором я его приобретал. Я 100% могу заявить, что я не жалею, что купил такой небольшой, но при этом очень функциональный мотоблок. И еще хочу добавить, что если перед вами сейчас стоит вопрос, какой мотоблок покупать, бензин либо же дизель, не задумываясь, покупайте дизельный. Он более тяговит, более мощный, заводится в любую погоду, ему не нужен аккумулятор, свечи, а самое главное, у него очень небольшой расход. Такое чувство, что топлива ему совсем не нужно. Я при заезде залил полный бак, спахал 1 сотку, как я и говорил, прошел я ее 4 раза. Заглянул в бак, а такое чувство, что топливо практически не ушло. И вот обратите внимание, участок полностью взрыхлен, на полную глубину ножей фрезы. Так как в основном из всех сорняков здесь была люцерна, то я ее просто раскоржу и заделаю в почву. Это будет отличный сидират для будущих посадок.
Так что, друзья, я думаю, вы тоже сделали вывод, что в умелых руках даже небольшой мотоблок с фрезами может взять любую целину. Кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте поделиться данным видео в соцсетях с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!